Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo. Это канал о вязании. Недавно я связала джемпер регланом снизу. В видео, которое состоит из 5 частей, я показываю, как я вяжу этот джемпер. Сегодня последняя, пятая часть, в которой покажу, как оформляю горловину и закрываю подрезы. Итак, в предыдущей части я показала, как закрывала горловину. Цифры, озвученные мной, могут быть приняты вами вполне условно. Вы можете формировать горловину другой формы и в другом порядке и количестве, закрывая петли. Для оформления горловины мне потребуются спицы номер 3,5, 2,75 и двоечка. Вначале при помощи спиц номер 2 я наберу по краю полотна 124 петли. Ввожу спицу в каждую петлю. Начинаю набор на регланной линии на спинке справа. После того, как все 124 петли будут набраны, я поменяю номер спиц на номер 3,5 и провяжу 2 ряда лицевыми петлями спицами номер 3,5. Дальше 2 ряда провяжу лицевыми петлями спицами номер 2,75. И еще 2 ряда провяжу лицевыми петлями спицами номер 2. Итак, вяжу в таком порядке. Сначала спицами номер 3,5, затем номер 2,75 и потом двоечкой. Я провязала 6 рядов лицевыми петлями. Сейчас петли на спицах номер 2. Не меняя номера спиц, один ряд я провяжу изнаночными петлями. Один ряд изнаночными петлями провязан. Не меняя номера спиц, я провяжу сейчас 2 ряда лицевыми петлями этим же номером. Затем возьму в работу спицы номер 2,75 и провяжу еще 2 ряда лицевыми петлями. После этого поменяю спицы на номер 3,5 и еще провяжу 2 ряда лицевыми петлями. Шесть рядов лицевой гладью провязаны. Складывая получившееся полотно изнаночной стороной вовнутрь, аккуратно соединю край с открытыми петлями с полотном, которое идет сразу под цепочкой последнего ряда горловины. Для этого использую нить, которую я вязала оформление горловины. Отрезаю ее от мотка приблизительно в 3 раза больше, чем сама горловина. Ввожу иглу в 2 петли под цепочкой закрытого края горловины. В первую петлю игла к себе,
во вторую петлю игла от себя. Подтягиваю нить и перехожу к открытым петлям на левой спице. В первую петлю ввожу иглу от себя, во вторую петлю иглу к себе. Перехожу к петлям под цепочкой. В первую петлю, которая была уже один раз прошита за одну стенку, ввожу иглу к себе, а во вторую от себя. Прошиваю и перехожу к открытым петлям на спице. В первую петлю, которая за одну стенку уже была прошита один раз, ввожу иглу от себя, а во вторую петлю к себе. Прошиваю и перехожу к петлям под цепочкой. В петлю, которая уже была за одну стенку прошита, ввожу иглу к себе, во вторую петлю от себя. Перехожу к открытым петлям на спице. В прошитую ранее петлю ввожу иглу от себя, а во вторую петлю к себе. Теперь перехожу к петлям на полотне. В первую петлю ранее за одну стенку прошитую ввожу иглу к себе, во вторую от себя. Таким образом, чередуя 2 петли с одной стороны, 2 петли с другой, прошиваю до конца. В конце соединяю последнюю и первую петлю с одной стороны и с другой стороны, таким же способом.
Маркер на первую петлю я вешала для того, чтобы быстрее ее найти в конце при соединении первой и последней петли. Горловина обработана. На ней осталось спрятать только кончики нитей. Сейчас я буду закрывать подрез. Один у меня уже закрыт. Сначала я перемещаю петли на спицу, внимательно, не спеша, не пропуская петли. С другой стороны также все 14 петель перемещаю на спицу. Распускаю цепочку на одной и на второй спице. Перед тем, как сшивать открытые петли, ниткой закреплю 2 петли внизу регланной линии и повторяю направление нитки, которой была связана петля. Повторяю также направление нити двух петель с обеих сторон возле регланной линии. Затем ввожу иглу по направлению к себе в крайнюю петлю на спице, которая расположена ближе ко мне, и в петлю на второй спице по направлению от себя. Дальше сшиваю поочередно то на первой спице, то на второй по 2 петли. Каждую петлю прошиваю дважды. На спице, которая ближе ко мне, в первую петлю ввожу иглу от себя, а во вторую к себе. На второй спице наоборот, в первую петлю к себе, а во вторую от себя.
В конце повторяю направление нити, которые были связаны петли, расположенные рядом. Прячу все кончики, и джемпер готов. Видео было создано благодаря вашему интересу и просьбам показать, как лично я вяжу реглан снизу. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем всего хорошего. До новых встреч!